сегодняшнем видео ты узнаешь о самых защищенных местах на планете, которые охраняют покруче Белого дома. В общем, обо всем по порядку. Привет! Если ты среди прочих превью кликнул на мое, то могу сказать, что у тебя отличный вкус, и ты попал явно туда, куда надо. Привет, доброе утро. Так вот, чтобы не потерять столь годный контент, советую тебе, мой дорогой зритель, подписаться на канал Волошин Брос. Даже не сомневайся, тебе будет очень интересно. Кстати, не забудь про колокольчик. В общем, не теряем ни минуты более. Приятного просмотра. Погнали! Шоу начинается! Зона 51. Что может быть более притягательным, чем что-то неизведанное, таинственное и спрятанное далеко от человеческих глаз? Какой душка? Та самая база ВВС США, которая имеет название Зона 51. О ней узнали только в июле 2013 года. Но сколько шума по сей день вокруг нее. Над пространством зоны площадью 37 на 40 километров запрещены полеты. Ее нет ни на одной карте, а люди не могут попасть на территорию. Какие слухи ходят о зоне 51? Я подготовил подборочку вариантов, что же скрывается за колючей проволокой этой базы. Итак, версия первая. Секретное конструкторское бюро по созданию военных летательных аппаратов нового поколения. Строительство подземной базы началось в далеком 1955 году, и предназначалась изначально эта база для создания секретных летательных аппаратов. Одним из таких был самолет-шпион Ю-2. Жители пограничного с зоной города неоднократно видели перемещение неких светящихся объектов, которые летали как-то странно и могли зависать в воздухе на длительное время. Небольшое пояснение. Самый ближайший к зоне город находится в 150 километрах. Так вот, отсутствие достоверной информации и бурная фантазия людей спровоцировали слухи об НЛО, которое вербует правительство США и держит глубоко под землей. Версия вторая. База предназначена для изучения инопланетян, что, на мой взгляд, вполне возможно, но не очень логично. Но посудите сами. Тарелки сами прилетают туда, паркуются и собственноручно сдаются в рабство военным. Третья версия более правдоподобна. Изучение всего и сразу. По свидетельствам военных, служивших в 80-х годах на этой базе, в бункере С-4 в зоне 51 существовало сразу 3 проекта. Зеркало – технологии по изучению прошлого. Помощник – создание лучевого оружия. И Галилей – изучение внеземных технологий. Все, нокаут. О, чуть не забыл, еще одна версия – разработка метеорологического оружия. Центр управления погодой и создания климатических катаклизм. Предположительно, Россия в 2005 году активно испытывала такое оружие на США в виде огромного количества ураганов. А Америка в ответочку разрабатывает свои варианты. В общем, ребята, интересно знать ваше мнение. Напишите в комментариях, какой из вариантов более правдоподобен. Секретное хранилище тайн мормонов. Кто не знает, в США есть очень популярное религиозное течение. В его суть мы углубляться не будем, но могу вам сказать, у них очень много денег. Для справки, известные мормоны: принц Чарльз, он же принц Уэльский, Рональд Рейган, экс-президент США, Элвис Пресли, ранее знаменитый певец, и даже русский писатель Лев Толстой. Так вот, бункер вырублен в гранитной горе, близ Солт-Лейк-Сити, и принадлежит церкви Иисуса Христа. Хранилище сконструировано таким образом, что сможет выдержать ядерный взрыв. Ходят слухи, что за 14-тонными дверями на глубине 200 метров хранится более 3 миллиардов изображений, иммиграционные и важнейшие генеалогические документы. Хранилище оснащено по последнему слову техники, датчиками движения, системой климат-контроля и тепловыми датчиками. Но даже эти сведения всего лишь слухи, так как доступ туда запрещен для всех.
кроме избранных. Сомневаюсь я, что такая система охраны необходима только для защиты генеалогической информации. Библиотека Ватикана. Эта библиотека появилась в 15 веке и стала хранилищем огромного количества карт, книг, артефактов и прочих ценностей, рассказывающих об истинной истории человечества. В мире нет подобного места, где хранилось бы столько научных сокровищ в виде утерянных библиотек мира. Впрочем, большая часть книг является засекреченной, а к некоторым свиткам имеет доступ лишь Папа Римский. В хранилище могут попасть ученые и теологи, но только имея при себе лишь ручку и бумагу. Внутри посетителей сопровождают 2 гвардейца и священник. Протяженность архива 84 километра. Форт Нокс. Форт Нокс – военная база США, место, где хранится золотой запас Америки вместе с ценнейшими историческими документами. Можете представить, сколько там золота? На сегодняшний день здесь хранится свыше 5000 тонн золотых слитков. Это около 2,5% всего желтого металла, когда-либо добытого в мире. Форт Нокс был построен в 1936 году. Здание окружено 4 заборами, 2 из которых высоковольтные электрические. Внутри ограждения несколько вооруженных часовых. По периметру расположены камеры. Стены сделаны из гранита и имеют толщину в 1,5 метра. Крыша здания взрывоустойчивая. Вход защищает дверь массой в 20 тонн. Для того, чтобы ее открыть, необходимо знать код, который разделен на части между несколькими людьми. Полностью его никто не знает. На случай нападения предусмотрена автономная система жизнеобеспечения, включающая в себя запасы продовольствия, воды и электростанции. Форт Нокс является синонимом слова «безопасность». Даже президент не имеет туда доступа. Тюрьма АДХ Флоренс. Тюрьма АДХ Флоренс, известная также как исправительная тюрьма максимально строгого режима исполнения наказаний, является самой жесткой и самой защищенной тюрьмой в Соединенных Штатах. Это место специально предназначено для суперзлодеев. За каждым движением заключенных следит хорошо вооруженный патруль, часовые на башнях, а также полицейские собаки, которые обучены атаковать, когда заключенный попытается бежать. Территорию ограждают мощные стены с колючей проволокой. Тюрьма попала в книгу рекордов Гиннесса как самое охраняемое место на земле. В ней 6 степеней защиты. В самом строгом блоке преступники содержатся в камерах размером в 3,5 на 2 метра, с бетонной кроватью и узким окошком в небо. Жутковато стало от такого. Я не хочу себе этого даже представлять. Спасибо тебе за просмотр. Смело пиши пожелания в комментариях. И типа... Да не торопись, я же не волшебник, я только учусь. Ну, блин. Напиши темку, которая тебе интересна, и я постараюсь сделать об этом видео. Все.